Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, вы на канале Вяжем Просто. Сегодня я хочу показать вам вот такой красивый узор. Узор действительно очень красивый. Узор двухцветный, волнистый, ажурный. Вот где вот эти вот окошки, вот здесь вот идет такой вот ажур, как снятые такие петелечки. Вот, должно быть видно. Ажур очень красивый. Можно вязать из любой пряжи. Для летних вещей из хлопка. Получается летние вещи из хлопка. А если возьмем теплую пряжу, то будет очень красиво смотреться этот узор в кардигане, в жилете, в джемпере. Значит, узор очень красивый. Такой вот он объемный. Объемный и одновременно такой вот немного ажурный. Узор односторонний. Вот это вот его лицо. Вот так вот смотрится изнанка. Вот это изнанка его. Значит, раппорт узора 12 рядов. И число петель кратно 12 и плюс 2 кромочные. Значит, здесь связано 3 раппорта по горизонтали. То есть вот здесь вот 3 раппорта. И 2 по вертикали. Вот так вот связано 2 раппорта. Значит, начинаем вязать. Так, я набрала на спицы 12 петель плюс 2 кромочные. Первый и второй ряд – это установочные ряды. Значит, берем первый цвет. У меня это голубой цвет. И вяжем первый ряд. Первый ряд все петли изнаночные. Снимаем кромочную. И дальше вяжем все петли изнаночные. Кромочная. Первый ряд. Поворачиваем. Второй ряд все петли лицевые. Кромочная. И все петли вяжем лицевыми. Так, это мы провязали 2 ряда. Теперь у нас начинается раппорт. Раппорт начинается с 3-го ряда. Продолжаем вязать первым цветом, то есть у меня это голубой. 3-й ряд все петли изнаночные. Кромочная и все петли вяжем изнаночные. Четвертый ряд все петли лицевые. Так, вяжем 5-й ряд. Меняем цвет. Берем другой цвет. У меня это розовый. Значит, как я присоединяю ниточку другого цвета? Сейчас покажу. Значит, делаю вот такую вот воздушную петелечку. Вот так вот. Вот так. И протягиваю вот сюда, в петелечку. То есть вот делаем воздушную петелечку. Так, и теперь перекидываем, да, одеваем вот эту воздушную петелечку на левую спицу. И вот эту вот первую, как бы нашу кромочную, перекидываю через вот эту вот воздушную петлю. И затягиваю. Вот, получается, мы присоединили нить другого цвета. Она у нас и будет кромочная. Но мы ее первую провязываем. Вот так. Вот, получилась наша кромочная петля. Значит, вяжем цветом вторым, то есть розовым цветом. 5-й ряд. Так, значит, вначале снимаем петлю, не провязывая, как изнаночную нить за работой. 1 раз и 2-й раз снимаем петлю, как изнаночную нить за работой. Нить вот эту вот розовенькую ее придерживаем пальцами правой руки, чтобы вязание не было стянуто. Теперь вяжем дальше. Теперь вяжем 8 раз накид и 1 лицевую. То есть вот так вот. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид,
лицевая. И так 8 раз. Так, это 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 раз. Накид и одну лицевую. И теперь опять снимаем 2 петли, как изнаночную, нить за работой. Первую снимаем и вторую снимаем. Петелечки вот эти вот немножко как бы вот так вот растягиваем, чтобы нить там не стягивалась. Кромочная. Это мы с вами провязали 5 ряд. Разворачиваем и вяжем 6 ряд. Тоже розовой пряжей, ну или вторым цветом. Кромочная. Теперь опять снимаем вот эти вот 2 петли, только нить теперь уже перед работой. Одну снимаем и вторую снимаем. И немножко вот так вот как бы подтягиваем, чтобы не стягивать вязание. Теперь провязываем 8 петель изнаночными, а накиды при этом снимаем. То есть вот так вот провязали, накид сняли и петлю подтягиваем. Опять вторая изнаночная, накид сняли. Третья, накид скинули. Четвертая изнаночная, накид сняли. Пятая, шестая, седьмая и 8. Накид сняли. Так, и вот эти вот 2 петли опять же перекидываем, не провязывая, нить перед работой. Кромочная. Так. Значит, теперь вот эти вот петли вот так вот мы подтягиваем. Они вот получается, вот такой получается у нас как ажур. Такие вот снятые петелечки. Так, это мы провязали 6 ряд. Теперь вяжем 7 ряд. Опять меняем цвет на голубой, то есть на другой цвет. Значит, как мы меняем нитки? Значит, розовую нитку мы опускаем вот сюда вот вниз, а голубую нитку вот так вот поднимаем и как бы вот, если сзади, то как бы перекрещиваем. Вот наша голубая нитка, вот наша розовая нитка. Вот мы их перекрещиваем. Розовую опускаем вниз. Так, начинаем вязать. При перемене цвета кромочную мы провязываем. Теперь начинаем вязать узор. Значит, 7 ряд, все петли лицевые провязываем. Все петли провязываем лицевые. Так, кромочная. 8 ряд, тоже все петли лицевые. Кромочная. Так, 9 ряд, цвет не меняем, вяжем голубой пряжей. 9 ряд, все петли изнаночные. Кромочную снимаем и теперь все петли вяжем изнаночные. Так, теперь 10 ряд, все петли лицевые. Так, кромочная и все лицевые петли. Кромочная. Так, это мы провязали 10 рядов. Так, теперь мы опять меняем цвет на второй, то есть у меня розовый, это будет 11 ряд. Получается, голубым цветом, то есть первым цветом мы вяжем 4 ряда, а вторым цветом у меня это розовый, вяжем 2 ряда. Значит, опять голубую нитку опускаю вниз, розовую вот так вот перекрещиваю, поднимаю наверх. Так, тут смотрим, чтобы клубочки у нас не закрутились. Так, и начинаем вязать 11 ряд. Кромочную я провязываю. Теперь вяжем 4 петли. Вяжем накид и лицевую. То есть вот накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая,
накид, лицевая. 4 ряда, то есть 4 лицевые петли вместе с накидом. Теперь нужно снять 4 раза одну петлю, как изнаночную, нить за работой. Вот снимаем 1, 2, 3, 4. Теперь вот немножко вязания петли как бы на спице растягиваем, для того, чтобы ниточка сзади тоже немножко растянулась, чтобы вязание не было стянутым. И опять провязываем 4 петли, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, кромочная. Так, это мы провязали 11 ряд. Разворачиваем. Вот видите, у нас вот эти вот ниточки, которые вот у нас висят, они у нас не натянутые получается. Вязание не стянуто. Теперь вяжем 12 ряд. Значит, провязываем 4 петли изнаночные, при этом опять спускаем накид и вытягиваем петлю. То есть вот первая изнаночная, накид сняли, вторая изнаночная, накид сняли, третья изнаночная, накид сняли и четвертая изнаночная, накид сняли. Теперь 4 петли переснимаем, не провязывая. Так, опять немножко растягиваем вот так вот петли на спице. И опять провязываем 4 петли изнаночные, а накиды спускаем. 1, 2, 3, 4. Так, кромочная. Так, петелечки вот так вот подтягиваем. Так, это мы с вами связали 12 рядов. Теперь, получается, розовый мы связали 2 ряда. Теперь опять меняем цвет. То есть розовую ниточку опускаем вниз, голубую поднимаем, вот так вот как бы перекрещиваем. Смотрим, чтобы у нас клубочки не перепутались. И вяжем 13 ряд. Так, кромочную провязываем. Теперь 13 ряд мы вяжем все петли лицевые. Все петли вяжем лицевые. Вяжем там, где голубая пряжа, вяжем классические. Там, где розовая, вяжем бабушкины за заднюю стеночку. Кромочная. Так, и 14 ряд тоже все петли вяжем лицевыми. Кромочная и все петли лицевые. Так, кромочная. Так, все, мы связали раппорт. Теперь мы узор повторяем с 3-го ряда. Первых 2 ряда у нас были установочные, 1 и 2, а раппорт повторяется с 3-го ряда. Так, вот такой вот узор. Узор несложный, вязать его несложно. Вот сейчас я его еще раз покажу вам. Ну, смотрится очень красиво. Такой вот он необычно, такой объемный и одновременно такой и ажурный, красивый узор. Значит, вязать можно 2 цветами, ну, конечно же, можно вязать и одним цветом, если кто захочет, допустим, этот узор можно связать и какой-то одной пряжей, то есть одним цветом. Ну, можно и 2 цветами, как здесь, смотрится, конечно, очень красиво. Так, я думаю, вам понравится такой узор. На этом все. Всем удачного вязания. До новых встреч!